Куда он пропал? Том, спокойно. Спокойно? Он Джей на свободе! Нам не видать спокойствия никогда! Привет, друзья! Меня зовут Олег, и вы на канале Киногост. «Дочь моего босса», «Мой босс из Даттер» 2003 года – романтическая комедия режиссера Дэвида Цукера, выпущенная компанией Dimension Films. Голливудская романтическая картина с Эштоном Катчером и Тарой Рид в главных ролях является ярким представителем жанра молодежных комедий. Бюджет «Дочери моего босса» составил $14 миллионов при мировых сборах 18,1 миллиона долларов. Легкая захватывающая комедия Дэвида Цукера, режиссер легендарных комедий «Аэроплан», «Безжалостные люди» и «Голый пистолет». Это забавная история о молодом парне, который, оказавшись вынужденным присматривать за домом босса, сталкивается с целым рядом непредвиденных ситуаций. Уморительные шутки, непредсказуемый сюжет и отличный комедийный талант Эштона Катчера и Тары Рид не дадут вам скучать. Мы не сравнивали. Том, попробуй мою грудь и сравни. Чувствуешь какую-нибудь разницу между нашими? Давай медленнее. Вот это кайф. По-моему, твоя немного... Лиза, это совсем не то, что ты думаешь. Все твои слова были болтовней. Во-первых, начало фильма «Дочь моего босса» уже забавное. Во-вторых, актеры подобраны практически идеально, начиная от босса, заканчивая быдловатым бойфрендом бывшей секретарши босса. В-третьих, в картине отметилась сногсшибательная Кармен Электра, в полной мере блеснув своими достоинствами. Наркоман, неудачница-секретарша, негр-токсикоман, обманутая дочь босса, который держит в страхе всех своих подчиненных, да еще в придачу неудачник из рекламного отдела, он же по совместительству самый добрый парень в мире, самая разношерстная компания. А чего вы ждали от режиссера Дэвида Цукера, мастера черных юморных комедий? Я его совсем не знаю. Том, ты знал его, скажи ты что-нибудь. Я? Да. Я знаю только, что это тупой, жестокий садист, западавший на лесбиянок. Аминь. Фильм «Дочь моего босса», актеры и роли. Эштон Катчер, Том Стэнфилд, сотрудник рекламного отдела издательства. Тара Рид, Лиза Тейлор, дочь Джека Тейлора. Терренс Стэмп, Джек Тейлор-старший, хозяин издательства. Энди Рихтер, Джек Ред, Тейлор-младший, сын Джека Тейлора. Майкл Мэтсон, Ти-Джей, наркодилер. Молли Шеннон, Одри Беннет, уволенный секретарь Джека Тейлора. Дэвид Кокнер, Спид, друг Одри. Рон Селмор, Дэрил, друг Одри, токсикоман. Кармен Электра, Тина, подруга Одри. Кеннон Томпсон, Ханс, бойфренд Лизы, навязанный ее отцом. Джон Абрахам, Пол, коллега Тома. Эвер Каррадайн, Джули, девушка с открытой травмой головы. Патрик Креншоу, Артур, соседский старик с пистолетом. Анджела Литтл, Шерил, жена Артура. Это что, Фили? Да он Джей улетел! Почему он летает? Потому что птица? Эштон Катчер номинировался на Kid Choice Awards в категории «Любимый актер» за роли в «Дочь моего босса», «Молодожены» и «Оптом дешевле». Все эти фильмы с Эштоном Катчером вышли в прокат в 2003 году. Съемки фильма «Дочь моего босса» начались 31 мая 2001 года в Нью-Йорке, а закончились в конце лета того же года. Первоначально проект разрабатывался на студии New Line Cinema, но там он был заморожен. После этого зеленый свет фильму «Дочь моего босса» дала студия Dimension Films. Но несмотря на это, картина все же успела достаточно долго пролежать на полке. Первоначально фильм «Дочь моего босса» должен был выйти на экраны 15 ноября 2002 года, но реальная дата выхода на экраны США и Канады – 22 августа 2003 года. Первоначально проект назывался «The Guest» – «Гость», затем «The Guests» – «Гости», затем «The Boss Daughter» – «Дочь босса». Окончательным названием стало «My Boss is Daughter» – «Дочь моего босса». У нас у обоих стволы. Кто из нас будет первым? Дэвид Цукер получил известность как режиссер фильмов пародий «Голый пистолет», «Аэроплан», «Совершенно секретно» и «Очень страшное кино 3». Фильм «Дочь моего босса» стал последней ролью в фильме Шарлотты Цукер в роли Гертруды перед ее смертью 5 сентября 2007 года. Суть фильма в том, что в набитый антиквариатом дом начинают приходить самые невероятные персонажи, топтаться на коврах, открывать бутылки о край стола и отливать на антикварную мебель. Собственно, это комедия не актеров, а положений, причем дурацких и неполиткорректных положений. Тем фильм «Дочь моего босса» и смешит, а на хороших актеров можно и на вручение Оскара полюбоваться. По сюжету депрессивный нелетающий филин О.Джей живет под действием героина. В холле дома поселится труп безнадежно влюбленного негра Ханса,
а в саду всей веселой компании придется копать могилу Ти-Джею. Похабных шуток будет предостаточно. То мышь залезет в штаны Эштону Катчеру, то герою надо проверить, нет ли у двух девушек рака груди, то попкорн налипнет на бинты, прикрывающие открытую черепно-мозговую травму девушки из соседнего дома. Говорить бы тут было не о чем, когда бы не изумительная естественность, с которой случается весь этот бред. Он выстрелил из пистолета, он не знал, что тот заряжен, потому что это я вставил патроны. Так что если вы зайдете в дом, то увидите, что все живы и здоровы. Может быть, он на время вырубился, но любой врач Спасибо, Том. быстро приведет его в чувство. Сюжет фильма «Дочь моего босса». Том Стэнфилд в исполнении Эштона Катчера является простым сотрудником издательства под руководством деспотичного руководителя Джека Тейлора. Роль сыграл Терренс Стэмп. Том влюбляется в дочь своего босса, Лизу Тейлор. Ее играет Тара Рид, которую полностью контролирует отец. Желая получить расположение Тейлора и сблизиться с его дочкой, Том остается в доме босса присмотреть за его филином, О-Джеем. Проблемы с Стэнфилдом начинаются с возвращением старшего брата Лизы, Реда. Его играет Энди Рифтон, промышляющего наркоторговлей. Ред выбрасывает наркотики в туалет, а дилеру отдает муку. О-Джей напивается воды из этого унитаза и улетает из дома. Экс-секретарь Джека Тейлора, Одри, Молли Шеннон, пытается вернуть работу и приезжает в дом Джека Тейлора. После ссоры со своим парнем она остается со Стэнфилдом. Узнав об измене своего бойфренда Ханса, Лиза неожиданно возвращается домой. Том скрывает от нее все произошедшее, а она проводит с ним время, думая, что он гомосексуалист. Он убеждает ее в своей гетеросексуальности, и между героем Эштона Катчера и Тарой Рид возникает взаимное влечение. Поговори с отцом. Ну просто скажи ему о своих чувствах. Ты можешь. Разве не видишь? Нам нечего его бояться. Тина, подруга Одри, роль исполнила Кармина Лектора, думая, что у нее рак груди, и просит пощупать ее грудь. Одри просит сравнить свою грудь и грудь Тины, и Том начинает чупать их груди одновременно. Лиза застает их за этим занятием и решает, что Том извращенец. Ти-Джей, наркодилер в исполнении Майкла Мэдсона, узнав о подмене наркотиков, угрожает убить Тома, если тот не вернет деньги, и начинает разносить дом, не обращая внимания на револьвер Тома, и говорит ему, что он тоже со стволом, и мочится по всему дому. Том усыпляет его, подмешав снотворного в алкоголь. Ти-Джей впадает в кому, а Одри и ее друзья, уверенные, что он мертв, хоронят его, выкопав в саду могилу. Ти-Джей пробуждается, берет Лизу в заложницы, и пока Том его отвлекает, Реду удается оглушить его лопатой. Стэнфилд едет встречать босса, но по возвращении на него нападает О-Джей, и машина врезается в дом. Джек Тейлор в ярости от повреждений, нанесенных дому, а Тома арестовывают. На следующий день Джек Тейлор слышит разговор Лизы и Реда и, понимая свои ошибки, продвигает Стэнфилда по службе. Лиза и Том снова вместе. У того, кто обоссал мои персидские ковры, есть все шансы добиться успеха. Стэнсфилд! Ты что это делаешь? На мой взгляд, «Дочь моего босса» 2003 года – одна из лучших молодежных комедий. Если будете искать хорошую молодежную комедию, посмотрите фильм «Дочь моего босса», точно не пожалеете, или напишите смешной гневный комментарий под этим обзором. В итоге комедия «Дочь моего босса» станет для вас лучшим лекарством для поднятия настроения и отличным вариантом отдыха вечером перед экраном телевизора, особенно в дружеской компании. И несомненно, это одна из лучших комедийных ролей Эштона Катчера. Комедия «Дочь моего босса» 2003 года очень вдохновляет. Это же фильм про любовь и еще раз про любовь, а также смелость быть самим собой в любых ситуациях, особенно когда хочешь завоевать ее, дочь моего босса.